Мы сидим на высоченном обрыве в бухте, внизу вода. Мы приехали на так называемый южный берег Турции. Тут, во-первых, очень красиво. Очень красивые горы и бухты. Высокие очень горы, красивые бухты. Во-вторых, тут очень тепло. На улице жара. В-третьих, тут, куда мы приехали, все застроено, все сдается, все за деньги, кемпинги за деньги. И то в кемпинг мы уже согласны были заехать, но мест не было. Мы остановились просто на вьюпоинте переночевать. Там ходишь в шлепанцах, сейчас ты скользнешь, а тут как бы кажется Красиво. красиво. Мы проснулись, как и ожидала, как и ожидалось. Там же, где и заснули. Вот смотри, Саня, туда вниз, мне кажется, пешком мы можем дойти на пляж, посмотреть на эту красоту снизу. Что думаешь, пилот? Я думаю, что сможем. Саня, хорош играть в свою Nintendo Switch. Посмотри, какая красота. Выиграл? Это нам надо сейчас обойти полностью вот это ущелье аж туда и обратно. Мы уже идем. А эти, да, в клетках. Это дикие, чтобы не кидались на людей. Гамак повесить, вот красиво. Смотреть на Ого, прекрасный вид. да. И рыгать из гамака сразу безостановочно. Пошел искать ракурс. Нет ракурса. Мы прошли, конечно, еще немного, ну, минут 15. Но мне тут нравится очень. Это мое любимое. Это мой любимый сетап. Море теплое, синее, зеленое. Горы скалистые, покрытые соснами. Можно пальмами, пальм нету. Есть сосны. Скалы, жарень. Поменьше бы гостиниц. Тут рядом аэропорт. Аэропорт в городе Магеллан. Нет. В каком городе, скажи? Ну да. Де? Дамелан. Дакота. Даламан. Аэропорт в городе Даламан. И мы подозреваем, что из этого аэропорта шаттлами автобусными лупешат туристов по гостиницам точечно. Но у нас есть теория, что если мы отъедем дальше от аэропорта, там будет меньше энтузиазма у хотелье, а пляж, например, есть. Фляй-Вали. Это кемпинг, который вчера мы искали, но не заметили указатель. Бонжур. Excuse me. How much is to put a tent up? Camping? Yes. Free camping. You have no places? No price. Okay. But what's the price? How much is it in general? Camping? Free camping. Yeah, I know, but I just want to know the price. Just Free? Free camp? Free. Oh, free. Okay, I see. All right.
А спуск к морю. Париж. Can we walk down to the beach from here? Which there is boat taxi. Only boat taxi? There's no path? No. No? Interesting, okay. Thank you. Ну что, хватит искать по этому поводу? Что, он просто фри кампинг, я понял с третьего раза. Да, бесплатно. Я уже, по-моему, с первого раза еще тебе подсказывал. Ну. А вот по поводу спуска. Спуска, он сказал, нету, вообще только на лодке можно заехать на пляж. Оттуда мы пришли. Вот этот участок, где мы спали. Мы пришли Ну по так дороге. покажи, вот так вот мы шли, вот так. Я ж и показываю. Где? Далеко. О, вот так мы шли. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вон там вот перевал был. Не успеваешь. Потом начали спускаться. Там И вышли котик. к Котики кемпингу. тут такие вышли. И вот мы стоим. Маленькая пальма. Что, жарко? Саня, ты так плохо умываешься, видно только жопу. Оператор хреновый у меня. Наоборот. Я так встал, чтобы моя тень не попадала в кадр. Ну все, Саня, я пошел. Ты куда? В будущее. Ну что, как там у тебя в будущем? Наконец-то поиски места завершились успешно. Нашли. Мы нашли то, что искали. Да, это, конечно, не подход к морю пока месть, Но мы но искали с место. очень красивым видом, где можно поставить и машины, и палатки. И там дальше спуск на море. Но спуск, все говорят, очень опасный. Да, на каблуках туда нельзя идти. Или в шлепанцах. О, видишь, даже тут опасно. Ну, в общем, хотим заехать, а поставить палатки, разбить лагерь, так сказать, забронировать место. Получается на человека 45-50 долларов. То есть это вот 50, 100, 150, 200. Короче, около 1000 долларов летает сейчас прям над нами, над головой. Все, Саня, короче, как бэмпнется с обрыва. Как классница. Хотели заехать на то место, которое нашли раньше. Нас оттуда завернули. Приехали как бы на кемпинг. Площадка такая. За бесплатный. Поставим под кактусами и все. Туда. Скорее всего, каскада может туда дойти. И оттуда уже смотреть на долину. И там уже, вот там солнце наконец-то на пляже. За весь день. Дошло. О, привет. Иди сюда. Иди. Кстати, это не долина бабочек? Долина бабочек. Там же написано. Да, кемпинг называется Butterfly Valley. А что? Ну что-то я не вижу никаких бабочек.
Вот написано, смотри. От Фетихи до Анталии. Ликьял-Йолу. Это значит пешеходный маршрут. Автомобильный. Это пешеход. Вот пометочка. О, вон знак следующий. Да, вот следующий знак, смотри. Правда, налево. Значит, пойдем по пешеходному пути. Да, идем. Идти? Делать вид, что мы сюда уходим, на самом деле Да, пойдем да. потом. Да, не убейся на 2 метрах. Мы уходим в горы. Будем идти. Что ты за мной идешь? Местные не только любят убеждение, что такие вот пирамидки приносят счастье. Ну, мы-то знаем, все это мифы. Пойдем дальше. Положи камушек на счастье. Что сделай? Камушек на счастье. Что сделай? Положи сверху. Так. Ну или рядом. Лучше рядом, наверное. Не, ну ты зачем? Там мой лежал сверху. А теперь мой будет сверху лежать. Ты заканчивай снимать, как будто он там остался. Заканчивай снимать. Вон, смотри, какая красота. Улики вон внизу. Включил? Я когда был в Киеве, я смотрел там футболы, и там комментатор любил подводить промежуточные итоги. Так вот, подведем промежуточные итоги нашей поездки. Выехали мы из Киева на автомобиле примерно 2 недели назад. Едем уже дней 10. Проехали Украину, Румынию, Молдаван Болгарию. забыл. Молдаван забыл. Молдаван, Болгарию и Турцию. Приехали на южный берег Турции. Что с нами случилось за эти дни? Удачливо, успешно не дали взятки на границах. Гуляли в селе и в лесах со Шнайда. Романтично ужинали и гуляли вдоль Мраморного моря. Останавливались с видом на Грецию. Повстречались с оборотнями. Что это? Ну, там мы вырежем, если долго, я думаю. Что там еще у нас было? Ночевали, случайно приехали на долину бабочек. Причем остановились там просто случайно в темноте. И понятия не имели, что это какое-то место важное. Потому что я понятия не имел, что такое долина бабочек. А Саня понятия не имел, что Баттерфляй Валли это долина бабочек. Это мы там 2 дня уже стоим, и только вчера прояснилась ситуация. Давай, Сань. Что еще? Путешествовали во времени. Все вроде бы. И вот сегодня, чтобы отметить наши промежуточные итоги, не знаю, меня там видно или нет. Сегодня, чтобы отметить наши промежуточные итоги, мы пошли в поход. Дец. Маленький. Вот, пожалуйста. Краевыды. Саня, уходящий в обрий. Сел, наверное, устал. Камушки складывает.
Кстати, конфетки будешь? Да. Ну смотри, на кроссовых мотоциклах я представляю так вот день там ехать по такой дороге. Смотря где ехать. Если ехать там, где плохие дороги или такие, то надо посмотреть Европам, например, то можно просто легкие какие-то мотоциклики на асфальт и все. Понял? Бывают Я посмотрел карту. туринговые, бывают. Я правильно. Взять какую-то лодку такую, ну, не то, что не какую-то навороченную, обычно. Такую, чтобы по морю можно было идти, или небольшую парусную, там, из Киева отплываем туда, к Дунаю, потом вдоль Румынии, сюда приплыли, раз уже тут можно людей катать, по 10 лир можно. А еще Южная Америка, огненная земля. Столько планов, столько дел, а мы тут... Как бы успеть за одну жизнь. Ну, ты не драматизируй, слушай, успеть. Столько времени, что... На самом деле этот промежуток так краток. Философская минутка. Ну-ну. Вот это как миг, как лучик. Как миг. Рождаемся, и до смерти надо побольше успеть всего. Ну, не тратить лишнее время на какие-то глупости. Например. Ну, например, сидеть по вечерам, смотреть телевизор. Например, Ну, а если кино хорошее? Я люблю кино. мне для этого не нужен телевизор, чтобы посмотреть кино. Можно- Клей. Оп. Ликея Юлу. Вот, добро пожаловать. После 15 года. 15 год самый удачный, самый как бы нормально, а не вот эти плоские там электроника. Вот она садится. Якобы она должна равно любая и только вот как раз просто эта модель этого года исправлены. Как раз они немножко времени пройдет, и этим компьютеры, которые хорошие, просто подешевеют немного, и все равно выпускаются новые и новые. Соответственно, придет время брать этот попозже. Санечка, что трапилось? Рассказывай. Все в порядке. Подержи. Подожди, ты что там такой обрыв? Палку. Да нет, ты соскочишь нахрен Ну оттуда. что соскочу, мне надо тапок. Подожди, я тебя проинструктирую, что надо делать. Серьезно, не лезь, не лезь. Я сейчас засниму. Присядь. Я буду делать. Тебе нельзя стоя тут спускаться, тебе надо присядь. Вот дурачело. Тут стапок. Присядь, я тебе говорю, жопу свою прижми к этому. Я так и делаю. И когда возьмешь его, не вставай ни в коем случае, а ползи. Ниже жопу опусти. Короче, с Санечкой сейчас попрощаемся. Там обрыв. А он со своим тапочком, который стоит 10 лир. Печально, конечно. Прижми жопу. Тут как бы на фото кажется, что невысоко. На самом деле там довольно высоко. Операция по спасению. Теперь точно так же неспешно. А теперь беги, 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 беги. Вот, пожалуйста, вам в действии правило. Как это называется слово? Забыл. Опасность. Наше Не. второе я. Санк Палочка. валью. Как бы тапочек ничего не стоит. Но из-за того, что он... Из-за того, что он уже Санин, он им рисковал жизнью ради него. Не то, чтобы я рисковал жизнью, как-то ты красиво преувеличиваешь, Да-да, а просто конечно. идти потом 7 километров босиком. Да вот у меня шлепанцы висят, что-то я бы тебе дал. А, да. Фото сделаешь мне тут красивое на память. Как ты умудрился, ты мне лучше скажи, потерять свой шлепанец, вот, чтобы он аж туда улетел? Скажи. Сделаешь? Не скажешь? Я стал аккуратненько сбоку для фотографии, вот, а шлепок ушел вниз. Нога осталась здесь. У шлепок. Вот так фоткать? Улыбайся. Не.
Оса. Переверни. Есть, короче, у меня мечта. I have a dream. Сейчас бы мне покупаться в море. В Турции хочешь? Нет, в море, я же сказал. Ты не слушаешь вообще, что я говорю? В море. Я вообще не слушаю. Прохладное. Пить, короче, хочу. Асфальт закончился. Асфальт закончился. Дорога ровненькая, Дорога ровненькая. но спуски резкие. Ну, спуск резко. Хотя горы вокруг. Хотя горы, Ух ты, солнце. Ух ты. смотри, Смотри, это ж наш пляж. это ж наш пляж. Там должно быть красиво. Сейчас мы туда пойдем. Йога-ретрит такой. Ну, прикольно. Как говорят в Киеве, атмосферно. Понимает? Да. Меня всегда восхищали люди, которые умеют стоять на руках. И вот в начале этой поездки я поставил себе цель научиться тоже стоять на руках. Я тренировался, и вот теперь я готов показать результаты своих тренировок. Шишечки. Это, если мы не ошибаемся, бухта Кабак, село Родок Кабак. Здесь вот там домики, бунгало, там на пляже, вверх, там полно мест, где остановиться. В Турции не работает, оказывается, booking.com. Это очень удобно. Что ты постарался фоткаться? Нет, вниз прыгай. Ну, давай включим замедленный и бросим телефон туда. Вот он, явный представитель турецкого мира. Привет. Все нормально? Все хорошо? Отдыхаешь? А, ты идешь гладиться сразу. Ну вот турецкий котик, настоящий турецкий котик. Красавчик. Ладно, отдыхай. Ты красивый. Привет, близнецы. Ты красивый. Бунгало, в ньому димно і соняшно. Де? Вода. Большое спасение здесь. Жара. Сколько ты сейчас говорил времени? Час? Сейчас еще нет. Без 10 час. Почти. Час. Самое-самое. Мы вышли в обратную сторону, решили идти по дороге. Все, вода, которую мы только что попили, перестала уже действовать и полили на себя. Ну все опять. Ты как? Прекрасно. Пираты. Губы. Горло. Губы в горле пересохли. Магазин, мороженое. Мороженый магазин. Окей. Teşekkürler. Bye. Ваше счастливое лицо. А? Ваше счастливое лицо на холодного напитка. Сейчас. Первое впечатление. Даже в руках держать холодный. Многообещающе.
О, как хорошо. А ну как, давай. Что вы скажете по этому поводу? Жить, как говорится, хорошо. Фух. Сейчас бы в спа, да, Сань? Да, ну ничего, мы сейчас придем с нашей палаткой с кондиционером. Завалимся. Что там говорил про наши палатки в пыли на солнечном месте? Да. Как раз завалимся, будем. А у тебя с кондиционером? охлаждаться. Да. Не, у меня обычно. А, ты просто взял? Угу, двухслойная. Там сейчас так плюс 87. Прошли почти 7 километров. Сейчас по дорожке. 7 километров в обратную А в обратную сторону, да, возвращаемся. Сейчас бы мороженка холодненького. 77 километров прошли. Холодненького. Как ты? Не, мороженка, сейчас я тебе скажу, Саня, это тупо самообман. Сейчас мы уже столько сил потратили, нам до еды поесть какой-то. Кстати, подметил, что это макарончиков сейчас бы... Макаронов хочется. И, кстати, макаронов хочется больше, чем мороженое. Да. Что ты поймал себя на мысли. Вермишель у нас Есть. Сейчас побольше. Сейчас много Делаем. сделано вермишели. Вот столько. Но с сардинами. Ну с чем, совсем, что есть и побольше вермишели. И будем ложкой лупешь. Свежие помидорчики у нас есть. Огурчик. И все это теплое. Да. В машине там сейчас готовится. Может, кстати, вермишель уже и готова. Сейчас посмотрим. В пакете там. Ну, в общем, мы идем к еде. Это хорошая мотивация. После такой прогулки 14 километров? 77. 77. Как ты и хотел, тепло. Тебя не отбросило ударной волной горячего воздуха, когда ты открыл машину? Палатку залез. Там еще веселее. Вон там лодочки, люди наслаждаются жизнью. А мы тут наслаждаемся своей жизнью. Раз. О. Где взял? Растет тут повсюду. Причем очень вкусный. Сладкий. Короче, хотел показать. Случай был вчера. Вот у нас тут кактусы. Или позавчера, или вчера. Мы ставили палатки. И я просто что-то... я музыку хотел сюда поставить. И просто взял, переложил вот эту штуку отсюда сюда. Потом весь вечер Саня уже палатку свою поставил. Все. Заскучал. А я сидел и выколупывал малюсенькие микроскопические иголочки из всей ладони. Но у нас пинцета ничего такого нету. Так я выколупывал плоскогубцами. Короче говоря, отпечатков пальцев у меня нету. Я все. Потому что пинцет не цепляет. Вернее, плоскогубцы не цепляют. Так я немного кожи. На! Классная машина и на меня, правильно? А ты стой, как Алла Пугачева. В дыму и пой. Ну, пошел ты. Вот я насобирал немного. Пошел в луга, насобирал немного вот макарошек, вермишель. Саня говорит, надо добавить таких, подсобирал еще. Все будем добавлять? Давай, скорее. Будет капец. Перекусим. А теперь неси соль. Я пошел за солью. Тоже там в лугах, да? Да. Приехали отдыхающие на прокатной машине. Пошли смотреть на бухту Бабочек, долину. Виды. Оставили машину дырчать, там кондиционер дырчит. Мы это не поддерживаем. А потом киты выбрасываются на берег. Саня пошел, закрылся в палатке у себя, пишет письмо в Greenpeace уже. Сань! Сань!
Смотри, Саня, какой я салат сделал. Красавчик. Греческий. Мы ж в Турции. Турецкий салат. Селянский. Другое дело. Мы будем кушать, вот написано Дерия тон бали. Буряк. Свекла. Мы с Саней вегетарианцы. Кстати, возьми огурец салата. Возьми. Вот так вот. Больше. Попробуй, если засунуть в рот. И пробуй глотать. Возьми перед этим немножко макарон, ну, биржовый, кушай, а потом Помидор возьму. ну, помидор. Вот начинай есть его, но не глотай. Возьми в рот огурец засунь. Ага. А теперь попробуй глотать этот помидор. Невнятно говоришь. Приятного аппетита. Ну, тут, в принципе, в чем проблема основная? Мы сегодня прошли 77 километров, устали. Сейчас 5, клонит ко сну. Но тут важно не заснуть, потому что можно скатиться, вот, скатиться, там еще минут 5 потом падать. Не, ну, в принципе, потом там вот этот долина бабочек. Так что. Вот Саня. Его трудно заметить, да? Вот в камуфляжном гамаке. Тут такие большие обрывы. Они не помещаются в кадр. То есть, вот если у вас захват такой же, то ехать сюда бессмысленно. Вот если такой, так... Не, он все равно не помещается. Короче, бессмысленно. Сегодня ходили на дальний пляж. Ну как, прогулка через горы. Красивые, непроходимые места, тропы. Дорога на обычной машине не проехать. И мысль родилась. Мотоцикл нужен. Кроссовый мотоцикл нужен. На нем можно по тем же местам ехать. Да и дальше ехать. Наслаждаться видами. Кстати, вот случай сегодня был. Спускались по дороге, песчаная дорога, тоже пыли, камушки. И улетает у меня тапок с обрыва. Не, ну хорошо, он задержался буквально там через 2-3 метра. Но там обрыв, вот скала и все. И вот думаю, был бы мотоцикл, я бы не парился, поехал бы дальше. Ну, с одним тапком можно на мотоцикле ехать, передачи-то одним переключаются. А так пешком возвращаться просто. Пришлось лезть. Слазил, достал, пошел.